Если заниматься какой-то херней, то это к нам. Кого тушить? Не надо никого тушить. Не надо гореть, чтобы не надо было тушить. Be safe. Что-то я очкую. Выглядит очень стрёмно. Нет слов. Нету слов. Это хороший знак. Всем привет! И сегодня у нас новая серия про Теслу. Тесла подснежник. Всем привет из солнечного Майами. Ну, сейчас мы просто попробуем завести нашу Теслу на толкача. Да, завести. Стоп. Вы же профессионал, да, Николай? Да, могу сдавать на CDL с первого раза. Вот если заниматься какой-то херней, то это к нам. Погода отличная, как раз располагает к буксировке Теслы. Вот таким вот образом. Погода очень хорошая. Вот именно сейчас, в это время, будет даже именно только делать эту работу. И тушить? Кого тушить? Не надо никого тушить. Не надо гореть, чтобы не надо было тушить. У этой машины предположительно проблема с контакторами, так что ремонт вы увидите дальше. Хочу рассказать про дверные ручки Tesla Model S. Если вы имеете дверную ручку 2.5 или 3-го поколения, вот такую вот, то она не имеет концевиков внутри. Она имеет только привод, блок управления и датчик положения самой ручки. И чтобы эту ручку откалибровать, нужно сделать некоторый процесс. И я сейчас покажу, как это можно сделать. Что мы делаем? Мы вводим машину в сервис-мод. Таким вот образом. Загружается сервис-мод, и вот в этой вкладке находим вкладку Door Handles. Вот теперь нам доступно меню калибровки. Система нам говорит, что если мы имеем ручки генерации 2.1 или генерации 3.0, они поддаются калибровке. У нас с правой стороны стоит ручка генерации 2.0, 2.5. Ну, в общем, она не калибруется. Нажимаем Calibrate. Чтобы калибровка нам стала доступна, мы зажимаем тормоз и включаем правый поворот и держим это 8 секунд. Теперь можем переходить к следующему шагу калибровки. Нажимаем Run, и ручка калибруется. Она заезжает, выезжает несколько раз, таким образом ловя правильное положение. Все, калибровка у нас закончена, successfully, успешно, закрываем. И написано, что Handle is calibrated and operation as expected. То есть ручка откалибровалась, как и ожидалось. Все, такой вот нехитрый способ. Возвращаемся к нашей Тесле, у которой, по всей видимости, проблемы с контакторами. Сейчас я ее запущу и еще раз гляну, какие ошибочки у нас были. Но в прошлый раз смотрел, и были ошибки по контакторам. Сейчас проверю еще раз, освежить память, так сказать. Что же мы здесь имеем? Мы имеем в Total Alerts вот такие вот активные ошибки. Я посмотрю через диагностику. У нас много ошибочек разных, но самая, которая нас интересует, это вот Positive Contactor Welded, Recharge too long, Unexpected и так далее. Low Voltage Support. В общем, контактор у нас не включается, потому что система говорит о том, что контакторы у нас сварились. У нас была ошибка по контакторам, но вот она сейчас превратилась в то, что контакторы сварились. Контактор Welded. Поэтому мы сейчас скинем батарею, я приоткрою заднюю крышку и поменяю контакторы. Контакторы мы уже заказали, они у нас уже есть. Контакторы второй генерации, черные, которые не должны иметь каких-то проблем. И будем их менять, что делать. Но прежде чем проводить любые работы с батареей и с высоковольтной частью Теслы, обязательно отключаем чеку и 12-вольтовый аккумулятор.
Be safe. Наша батарейка на полу и готова к ее ремонту. Для начала я приоткрою вот здесь вот, сниму эту планку, немного отогну крышку, чтобы получить доступ к контакторам. И посмотрим, в каком состоянии у нас там окажутся контакторы. Перед вскрытием задней крышки обязательно разбираем здесь и отключаем самый главный предохранитель, чтобы работать было безопасно. Предохранитель снят, теперь можно работать относительно безопасно. Поглядим, что мы тут все-таки имеем. Вот здесь находятся наши контакторы. И мы видим очевидно, что вот этот контактор, он темного цвета, если сравнивать с вот этим контактором. Сейчас я сниму колпачки, скорее всего гайки будут тут тоже, будут видны следы нагрева. Но следы нагрева видны и так сейчас. Сейчас я сниму эту планку и будет более лучше видно всю картинку в общем, целиком, так сказать. Я уже и сказал, очевидно видны следы нагрева. Вот здесь, особенно на этом контакте, он сильно грелся, это видно. И вот сравнить с контактором, который нормальный, который работал исправно. Разбираем дальше. Здесь коннекторы я не хочу снимать, потому что они промазаны там силиконом, дабы избежать попадания воды, поэтому я их не буду отключать, не хочу заново их промазывать. Но вот что мы видим здесь. Сейчас картина уже еще более понятная. Вот наш контактор, который имел проблемы, вот он видно, что он грелся и он там внутри сварился. Поэтому мы контакторы будем менять на контакторы другого поколения. Вот они, это контакторы даже не второго, наверное, третьего поколения, потому что здесь вот такие вот коннекторы уже. Но вот эти контакторы не должны иметь проблем, а вот это контакторы первой генерации. С ними частенько случалось то, что вы видите на этих кадрах. Поэтому будем менять. Вот здесь, я так понимаю, часть нашей причардж-системы с шинами от коннекторов высоковольтных и коннекторы от дата проводов. Это мы снимем. Я не хотел сначала снимать из-за того, что здесь разъемы залиты то ли клеем, то ли чем-то водоизолирующим, но я нашел там разъем, поэтому раньше обычно не снимал, но сейчас для удобства решил снять. И вот виновники нашего торжества. А к нам приехал донор для одного из наших проектов. Мы попытались его снять без форклифта, но немного не получилось, поэтому попытка номер 2. Первую мы, к сожалению, не успели заснять. Что-то я очкую. Почти цирковое представление. Выглядит очень стрёмно.
чуть-чуть. Поворот. Дяденька на форклифте профессионал, но было стрёмно. Такой у нас автомобиль, но можно не переживать, нам нужна только передняя часть от этого автомобиля. Задняя часть нас не особо интересует, поэтому самое главное сохранить переднюю часть. Мы ее уже немножечко там повредили, крыло, но будем надеяться, что это не станет большой проблемой. Сейчас мы это все дело поставили на прицеп и отвезем в шап. А дальше, наверное, вы увидите, что будет дальше. Надо что-то засунуть в это. Подожди, не надо засунуть что-то в дырку, там дырка глубокая. Там надо положить что-то вот такое, и оно будет переезжать потихонечку. Типа, можно чуть-чуть шире. О, давай, попробуй назад. Давай. Что там кавер, да? Тяжело. Толкай, газуй. А я как Артем. Давай, Артем, давай. Да едь ты, твое дело ехать, давай, едь, давай. Я не вижу спринтера. Ольга Бузова спринтера тоже не видит. Главное, марафонца видит. Давай, Артем, давай, как гласил. Да все нормально уже, можно ехать. Давай, ровно, давай. Как ровно она едет в бок. Еще чуть. Спасибо ребятам, которые поменяли на этой машине мотор для нас. Thank you very much. Смотри. Там на коробке, на крышке число написано, когда меняно. Бренд new, ё-моё, а? Кажется, что у вас что-то с мотором не то, говорит. Обратитесь, запишитесь на сервис-центр. Мы так сразу и сделаем. Обязательно. Так все это дело выглядит. Очевидно, тут все сильно грелось, и в итоге контакторы сварились. Контактор welded была ошибка. Поэтому собираем все обратно.
Я пока не буду приклеивать крышку, я просто это все прикручу и подкину на машину. Посмотрю ошибку, посмотрю информацию, и если все будет работать, все будет хорошо, тогда я уже сниму и финально заклею. Не хочу делать двойную работу, если я вдруг что-то забыл или что-то не заработает. У нас сейчас в работе такой интересный экземпляр, вы такого еще не видели. Toyota Prius, пожалуйста. Ну, Toyota Prius наверняка вы все видели много раз, это не вызывает большого интереса. Сейчас Николай расскажет вам. Prius Special Edition у нас. У нас сегодня Prius с крышей Алькантара. Это интересно, под что они сделали, под какую часть? Сейчас чуть-чуть. Ну, в принципе, тут там и бачок унитазный. Все по классике. Сегодня Prius у нас с Special Edition, с крышей Алькантара. Видите, ребят? То есть, если ты, допустим, сидишь дома и тебе скучно, ты можешь сделать себе потолок из кожи зама. Или я не знаю, что это за кожа зама. Ну, короче, взял баллончик просто и начинаешь красить. Вот. Если у тебя дети любят заниматься искусством и любят красить, просто можете им дать краску, и они могут сделать черный потолок. Какое решение интересное, Здесь, да? видите, чуть-чуть как бы, ну, они обошли эту ситуацию, Да. ну, чтобы как бы, да, просто не додумались опустить, наверное. Точно дети делали. А может быть, взрослые. А на этот не хватило краски. А здесь не хватило. Не хватило. Да. Ну, а здесь это хватило. там уже как бы мои эти полномочия, все. Как бы. Поэтому творчество в автомобильной теме, оно безгранично, я считаю. И вот это прямое тому доказательство. И сделали они это, чтобы машина подходила под пахучки. Ты не видел этого просто, потому что не смотрел вверх. Как в фильме, не смотрите вверх, помнишь? Это по какому? Это, кстати, первые эмоции. Как? Они не знали, что она опускается, наверное, просто. Классное решение. Чтобы покрасить ее тоже, наверное. А смотри, видишь, а на этот не хватило. А на этот хватило. На этот хватило, но не на все. Слушай, ну, очень интересно. О, микрофон, видишь? Круто. Что ты можешь сказать одним словом? Ну, двумя хотя бы. Нет слова вообще. Нету слов. И, кстати, вот эта машина стоит, наверное, даже чуть дороже, чем Тесла, которая к нам приехала сюда. Даже Prius они же спросят. Зачем Тесла? Тесла это автомобиль будущего. Уже их никто не знает, что с ними делать. А многие хотят оставаться жить в прошлом. Ну, с этим ничего не поделаешь, у каждого свой выбор. И у этих ребят тоже был свой выбор. Хочу вам показать один интересный ремонт. Ну, для кого-то он может быть обыденный, а для нас все-таки еще пока интересно. Нам приехал вот такой вот Chevrolet Volt второй генерации. И у них существует такая проблема, что у них выходят из строя блоки управления батареей. Причем они выходят из строя не просто раз, они пропали со связи, а они по чуть-чуть начинают выделываться, то пропадает рейндж куда-то, то есть как будто бы заряд куда-то, то он больше, то он меньше, потом машина перестает заводиться иногда. То есть ведет себя всячески непонятно. Но эта болячка уже достаточно известна в этих машинах. Поэтому, в принципе, у нас сегодня задача простая, просто заменить блок управления батареей. Вот мы уже скинули батарею. Она у нас стоит на таких вот упорах импровизированных. И вот здесь стоит наш блок управления батареей. Мы его уже сняли. Сейчас мы переклеим. Уже переклеивали со старого вот такие вот поролоновые упорчики, чтобы под крышечкой блок стоял нормально, не болтался, ничего не происходило. И сейчас поставим все это дело обратно. Поставим батарею на машину. И останется ее подвязать. А потом покажу, что из этого получилось. Так, ставим блок управления на место. В принципе, это все здесь происходит достаточно просто. И подключаем коннекторы. Все, здесь все на месте. Теперь немножко уберем пыль и поставим крышку на место.
Все болты на месте, коннекторы на месте, трубки на месте. Сейчас мы поставим защиту. После этого останется две процедуры. Это подшить сам блок управления батареей и прокачать антифриз. Займемся дальше процессом. Не забываем прикрутить обратно землю. Батарею я подсобрал. Как я уже сказал, пока не клею на герметик, подкину для начала на машину. Сейчас поставлю на место предохранитель и подкачу ее, подниму к машине, одену на коннекторы и посмотрим, что у нас скажет об этом система нашей машины. Я подкинул батарейку на машину. Сейчас подключу петлю, 12-вольтовый аккумулятор, подключу диагностику и посмотрим, что у нас из этого всего получилось. Посмотрим, какие есть ошибки, сбросим, которые были, и попробуем как бы поехать. Я подключил питание, услышал, как клацнули контакторы. Это хороший знак. Сейчас система загружается и посмотрим, что у нас получится. Итак, система загрузилась, и что же мы здесь видим? Из активных ошибок у нас здесь открыта дверь и Acceleration and Top Speed Reducer. Ну, это просто Limp мод определенный. Но у нас есть уже поддержка 12 вольт саппорт, то есть у нас уже контакторы включились, у нас уже DC-DC работает, у нас уже бортовая сеть питается от основной батареи. И сейчас я посмотрю, какие у нас ошибочки есть через диагностику. Смотрим. Так, ну вот у нас еще есть Limp мод, контактор Welder. Нужно попробовать сбросить ошибки, потому что пока здесь некоторые висят. Сейчас я попробую это сделать. Сейчас я поэкспериментирую с диагностикой и посмотрим, что будет дальше. У нас одна из основных ошибок, это была Positive контактор Welded. Сейчас я сброшу эту ошибку и посмотрим. Ошибку я сбросил, и у нас сразу из Total Alerts все ушло. У нас больше никаких Total Alerts система не показывает. Посмотрим через диагностику. У нас осталась тут ерунда, мелочи, которые в принципе чаще всего висят. Disable Keep Awake Support часто здесь всегда висит. Radiator Left Shutter No Feedback, это по люверсам. Вот эта ошибка я не помню, но это inactive, она из истории. И еще Gateway Messenger Latency, но это тоже всегда часто здесь висит. Ну, пока по данным все выглядит очень хорошо. Сейчас попробуем включить драйв и поехать. Значит, машина у нас была в Tow Mode. Нужно выйти из этого режима. Что мы имеем? У нас включилась, Park Assistant. Но Park Assistant unavailable, потому что у нас есть снята передняя панель, там датчики парктроников отключены. А в остальном, вот у нас эта ошибка здесь появилась по парктроникам, но мы их подключим и все вернется назад. Хорошо, пробуем включить драйв. Драйв у нас включился, и я слышу, что парковочные тормоза у нас разошлись, релиз сделали. Сейчас посмотрим, крутятся ли у нас колеса. Я отсюда с машины не видел, но слышал, что они крутятся. Сейчас поставлю камеру на штатив, чтобы увидеть это все. Ну, вернее, не то, чтобы увидеть, чтобы показать это вам. Ну что я могу сказать? Я думаю, все получилось. Теперь я опущу батарею, приклею крышку на герметик, сделаю, чтобы все было герметично. Уже финально поставлю батарею и сделаем первый тест-драйв. На данный момент ошибок никаких нету. Я думаю, они и не появятся. Теперь контакторы у нас стоят хорошие, нового поколения, и проблем с ними не будет. This is my friend Alex. He bring big penis to our shop. We're gonna work on the penis. But word, this specific word, what you're saying, we're gonna do beep. But at the angle, you're gonna have big, you know? I heard you can repair a penis. It's okay to ship, so I ship it back to you, Alex. Let me know. I will let you know. А как забирать? Так же интересно. Ну, можно отправить почтой. USPS.
Окей, see you guys. У нас, кстати, что-то последнее время Chevrolet Вольты стали заезжать с батарейками. Вот еще одна батарейка приехала, нам ее один наш знакомый привез. Она немного разбалансирована и пару модулей здесь было проваленных. Мы уже те модули отбалансировали, оттестировали. В принципе, по емкости они особо не отличаются, но почему-то один модуль был просевший. Возможно, где-то стояла долго машина. Но мы без машины точно не можем выяснить. И один модуль вот уже здесь финально балансируется. Ему осталось совсем чуть-чуть добалансироваться. И как только он добалансируется, мы сразу поставим его на место, соберем эту батарейку и отдадим ребятам, пусть они ее ставят на машину и проверяют, как она работает. Возвращаемся снова к нашей белой Тесле P85. Я заклеил батарею, поставил ее на место все кавера. И сейчас можно сделать пробный выезд, так сказать. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Ну, потекший экран остался потекшим, к сожалению. Чтобы его исправить, его нужно просто заменить. Но у нас задача другая. У нас задача посмотреть, как все-таки замена контакторов прошла успешно или нет. Все ли окей и есть ли у нас какие-то, возможно, ошибки. И сейчас узнаем. Никаких Total Alerts, то есть серьезных ошибок у нас нет. Ничего не светится. Единственное, система хочет, чтобы мы добавили свою карту для того, чтобы платить за суперчарджер. Но мы ее добавлять не будем, возможно, ее добавит новый владелец. А так в остальном машина едет приятно, никаких сообщений нам не выдает. Можем немножечко дать мощности. О, это не полная мощность, но тем не менее машина едет очень бодро. Это же перформанс-версия, она так и должна ехать. Я думаю, замена контакторов прошла успешно. Контактор я поменял на более свежую генерацию, на даже третья там, по-моему. Я, правда, если честно, не знаю, сколько генераций у контакторов, но там даже не вторая, точно. Я знаю, что у белых контакторов первой генерации были проблемы. У всех остальных вроде бы проблем по контакторам обычно не бывает. Поэтому я думаю, мы вылечили эту проблему в этой машине, и она больше не появится. И новый владелец может не переживать за эту проблему 100%. Что не говори, пусть это 13-й год и заднемоторная P85, но это быстрая машина, как ни крути. Ускорение очень достойное. Я думаю, у нас получилось восстановить хороший автомобиль, и нам за него не будет стыдно. Так что машина ждет своего нового владельца. Конечно, машина еще обязательно поедет на детейлинг, чтобы быть красивенькой, чистенькой и создавать еще более хорошее впечатление. Был интересный кейс, был интересный ремонт, поэтому спасибо на этом, а мы идем дальше.